Ну вот, мы приехали с Юлей в центр Питера, чтобы смотреть на белые ночи. Но, честно говоря, сейчас ночи еще не очень белые. Может быть, вам плохо даже видно и кажется, что все черное. Вот, но я припарковался в самом центре, прямо у Исаакиевского собора. Здесь прям безумно красиво. Здесь стоит машина, и здесь отель Four Seasons. Да, Юля, это Four Seasons? Да, это Four Seasons. И сейчас мы идем на набережную, чтобы смотреть на мосты и на то, как их разводят. И обязательно вам это покажем. Я думаю, что это будет красиво. Будет красиво? Абсолютно точно. Идем по Дворцовой площади. Вот она, Дворцовая площадь. И здесь вообще так мало людей. Видите, там небо светлое. Вот. То есть местами небо светлое, местами темное. Все-таки сейчас еще не самый пик белых ночей. Но такое ощущение, что людей очень мало, да? Людей очень мало, потому что обычно в мае на развод мостов ночью сюда приходит огромное количество людей. Это просто правда. Толпы. На Да. набережную нельзя выйти, а сейчас вообще практически никого. Да. Хотя нет, у самого моста достаточно много людей. Вот. Все пришли посмотреть на развод мостов. Люди уже собрались вот там. Вот. Люди стоят у моста и ждут, когда мосты начнут разводить. Более того, там целая группа людей. Музыканты играют ДДТ. Как всегда в Питере. В Да. Питере везде музыканты всегда. Да, поэтому мы сейчас посмотрим, подойдем туда. У нас есть еще 5 минут до начала развода мостов. Послушаем, что там играют. Мы пришли на место, откуда видно два моста. Здесь первый Дворцовый мост. И буквально через 10 минут или через 15 минут будут разводить вот тот мост. К сожалению, сейчас темновато, чтобы все было видно хорошо. Но в любом случае... О, по-моему, началось. А вот классический вид, который можно видеть на каждой фотографии Петербурга. Вот он, разведенный Дворцовый мост. Конечно, сейчас в связи с этим коронавирусом здесь нет музыки, нет подсветки, поэтому не такой эффект разведения мостов на меня оказало. Конечно, обычно это выглядит гораздо лучше. Гораздо эффектнее. Гораздо эффектнее, да. Но в любом случае это одна из главных достопримечательностей города, поэтому главная фишка города. Хотелось с вами этим поделиться. Да. Сейчас дойдем до второго моста, посмотрим, что там будет. По идее, его уже должны сейчас начать разводить. Посмотрим. Очень скоро. Очень скоро, да. Вокруг столько людей, и почти нет людей в масках, поэтому такое ощущение, что никакого коронавируса, собственно, и нет. Кто-то приехал на мотоциклах, кто-то на автомобилях, вот на таких забавных автомобилях. И вообще, конечно, атмосфера в центре очень классная и какая-то, не знаю, спокойная.
Да. нет такого ощущения, что очень спокойно. Обычно центр это прям такие движухи даже ночью, а вот сегодня как-то чувствуется вот это какое-то умиротворение. Согласна, да. Несмотря на то, что людей вроде бы много, но их все равно гораздо меньше, чем обычно. Да. Просто в разы. И поэтому действительно, мне кажется, ночь летом в Питере я такой еще никогда не видела. Настолько спокойной, настолько немноголюдной. Очень специфичная атмосфера такая. А вот и развод второго моста. И туда мы как раз сейчас идем. Идем смотреть на второй мост. Небо такое светлое. И вот этот цвет воды очень-очень-очень интересный. Смотрите, там вода вообще темная. Темная, черная. Небо темное. А здесь вода такая светлая, небо светлое. Ну прям очень красиво. Вот этот мост, этот Троицкий мост, и мне он нравится даже больше, чем Дворцовый, потому что посмотрите, как классно он поднялся в воздух. Я сразу вспоминаю фильм «Начало», если вы смотрели, там есть момент, когда у наших героев мир начинает перестраиваться, и то, что было горизонтальным, становится вертикальным. В общем, посмотрите этот фильм и поймите мои ощущения. Ой. Так, вот дорога идет сюда, дорога идет, и бам! Дорога превращается в стену. Ну вот, прошло только полчаса, а сколько времени, Юль? Сейчас 2 часа ночи ровно. 2 часа ночи ровно, а уже прям значительно стало светлее. Уже начинается рассвет, я думаю, что скоро будет совсем светло. Классно. Да, уже прям расцветает. Ну вот, мы посмотрели развод мостов. Юль, как тебе в целом? Очень здорово. И очень здорово, что уже в 2 часа ночи начало расцветать. Да, действительно, очень здорово, очень красиво. Я, признаться, редко бываю в центре города. И в последнее время из-за этого коронавируса я вообще редко выезжал в город. Поэтому для меня это просто восхитительно еще раз посмотреть здесь все, еще раз окунуться в эту атмосферу. Да. Но нам пора ехать, поэтому, да, друзья, время позднее. Время позднее, да, поэтому до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Пока-пока. Так как это была моя первая поездка в город ночью на машине, то я совсем забыл, что в Питере из-за разведения мостов можно застрять. И мы выезжали из города целых 2 часа. А еще нам постоянно попадались светофоры и красный свет. Жопка орангутанга с нами. Жопка волосатого орангутанга шлет нам красный. Покажи красный свет. Вот он, красный свет. И там красный, и там, если ты не понял, тоже красный. И там красный. Вот красный. И даже на камере красный свет. Жопанько.